Значит, смотрите, одеваем платьюшко, пришиваем пуговицы, одеваем платье. Это мы делаем, почему мы именно в таком, как бы, делаем такая очередность. Значит, для того, чтобы, если вдруг платье не налезет, то мы уже с вами потом ничего не сделаем. Потому что плотность вязания у каждого разная. Вот. Сейчас мы будем набивать, когда тело, оно станет немного больше. И мы просто можем не одеть платье. Но если у вас свободное вязание, свободное, да, не сильно плотно, то вы сможете, я думаю, одеть платье потом, после того, как довяжете сову. Поэтому, чтобы не рисковать, мы просто решили сделать именно вот так вот, в такой очередности. Теперь вяжем дальше тело. Вернее, уже вяжем голову. Итак, как помните, мы не отрезали бежевый цвет, мы присоединяем его и вяжем им дальше. Белую ниточку отрезаем. Здесь мы можем ее связать, чтобы она у нас не распустилась. Берем маркер контрастного цвета и вяжем. Так как будем вязать дальше по спирали, значит, 22 ряд у нас будет такой. Вяжем столбик и прибавка 20 раз. Повторяем. Столбик и прибавка. Столбик без накида. И следующий столбик прибавка. Так, повторяем 20 раз. В 22 ряду у нас должно быть 60 столбиков. 23 ряд. Вяжем столбик и прибавка. Столбик и прибавка 5 раз. Повторяем. Значит, столбик и прибавка. Столбик и прибавка. 5 раз. Провязали, теперь 17 столбиков без накида вяжем без изменений. Провязали, теперь вяжем опять столбик и прибавка. Повторяем 5 раз. Вернее, здесь мы повторим 6 раз. Далее вяжем 20 столбиков без накида, без изменения. И в последний столбик делаем прибавку. Итого у нас 6 прибавок с одной и 6 с другой стороны. Далее у нас 24 ряд. Значит, в этом ряду у нас должно получиться 72 столбика. Теперь с 24 по 34 ряд, 11 рядов, мы провяжем без изменений 72 столбика. 35 ряд. 5 столбиков вяжем и убавка. 4, 5. Делаем убавку. Далее вяжем 10 столбиков и убавка, повторим 5 раз. И довязываем оставшиеся 5 столбиков без изменений до конца. Следующий 36, 37 и 38 ряд мы вяжем без изменений 66 столбиков, которые получились у нас в данном ряду. Значит, 36, 37 и 38 ряд вяжем без изменений. В 39 ряду вяжем 9 столбиков
и убавка, и повторяем это 6 раз. В ряду у нас останется 60 столбиков. 9 столбиков и убавка. Далее у нас 40 ряд. В 40 ряду вяжем 4 столбика. Раз, два, 4. Делаем убавку. Далее вяжем 8 столбиков и убавка, и повторим это 5 раз. И оставшиеся 4 столбика мы вяжем до конца ряда без изменений. Следующий 41 ряд мы вяжем 7 столбиков и убавка, и повторим это 6 раз. В ряду останется 48 в данном ряду. В 40 у нас 54 столбика. В 41 ряду должно остаться 48. Вяжем 7 столбиков и убавка, повторяем 6 раз. В 42 ряду мы вяжем без изменений 48 столбиков. В 43 ряду мы вяжем 7 столбиков и прибавка. Повторим это 6 раз. Семь столбиков и прибавка. И в ряду у нас получится 54 столбика. Теперь провяжем 3 ряда без изменений. 44, 45 и 46 ряд. 54 столбика. Вяжем без изменений 3 ряда. Итак, оставляем немного нити для сшивания, чтобы нам хватило. Будем сшивать вверху голову. Достаточно длины. Вытягиваем нашу ниточку через петлю. Вот теперь наполняем тело синтепоном. Итак, набиваем игрушку так, чтобы у нас тело получилось такое вот плоское немного, да? И голову сильно не набивайте, пусть она слегка будет такая приплюснутая. Вот. Дальше делаем кисточки. Будем делать ушки. В общем, я наматывала на руку. Как я делала? Брала вот так, наматывала на руку 10, к примеру, раз, да, 11, там 12, как хотите. Вот отрезала и просто серединку на узел завязала. И все. Для того, чтобы узелок наш поможет держаться там внутри ниточкам этим, чтобы они не повылазили. Вот. Сделала я из 2 цветов. Сначала я думала сделать только темные ушки. Вот. Потом думаю, сделаю я их вот так, скомбинирую 2 цвета. Темный и светлый. Связала серединку. Теперь я так вот эту серединку, у меня она будет пришита внутри, вшитая. Что мы будем делать дальше? Для начала мне надо будет эту ниточку. Наверное, я сейчас возьму иголочку, вернее, крючок и провяжу до середины, до края. Потому что мне надо будет начинать отсюда сшивать, не отсюда. Мне немножко не хватило дойти. Поэтому я сейчас верну крючок и довяжу до края. В общем, смотрите, как мы делаем. Я решила соединить их в один узел, 2 цвета. И в общем у меня здесь 10, 5 таких и 5 таких. Потому что когда я взяла по 10 таких, 10 таких, мне показалось, что сильно много будет. И неудобно, очень толстая такая. Вот, 2 узелка неудобно. Поэтому я их собрала в один узел. Вот. Вставляем вот так вот мы вот наш узел. Так, посерединке. Складываем пополам наши ниточки. И узелок вставляем сюда. И теперь мы будем просто его пришивать. Находим вот так вот нашу серединку, где у нас ухо будет расположено. Вот.
и вставляем волосики там, где будет ушко. Вот. И будем обшивать. Сквозь пропустим, сквозь ниточки. Я думаю, для того, чтобы, наверное, нам так надо будет сделать, чтобы все-таки держались ниточки, чтобы не упали туда. Поэтому мы их обтянем, наверное, один раз получается, а второй раз уже в обход ниток мы вставим следующий наш столбик, и тем самым мы прижмем наши ниточки, они уже будут плотно тут сидеть. И дальше будем пришивать голову. Будем вот так, наверное, вот именно таким способом. Так. За верхушки столбиков и стянули. Так мы проходим до следующего уха. Но не забудьте тут немножечко синтепон распрямить, расправить, чтобы там тоже был синтепон, там где ухо у нас. Вот. Дошиваем где-то до сюда, вставляем ушко, и также мы один раз, наверное, его сквозь ниточки прошьем. Дошили до следующего ушка, берем, вставляем. И точно так же стараемся вот так вот плотненько, по возможности, сначала его стянуть, а потом уже можно. Так, я думаю, я еще разочек в обход ниточек пришью. Вот так. И следующий я уже прошью сквозь наши ниточки. Вот так вот. Ну все, закрепим тут ниточку, спрячем внутрь. Берем крючок и вот так вот синтепон наш добавляем там, где мы видим, что если его там не хватает, добавляем, проталкиваем. Вот. Далее возьмем наши ушки и отрежем одинаково, чтобы они у нас были. Так вот прикладываем друг к дружку и отрезаем. Вот так. Теперь возьмем иголочку и наши ниточки просто распустим. Так вот берем иголочку и каждую ниточку просто распустим. Можно руками, если не получается. Чтобы они стали такие вот более пушистые. Как бы на ушках волосики. Вот такие вот ушки получаются. Вот так мы когда распустили ниточки. Такие вот кисточки получились на ушках. Теперь будем делать глазки. Так, мы с вами еще не связали клюв, поэтому сначала мы свяжем клюв и потом уже будем оформлять мордочку. Когда я говорила, какие нитки нам понадобятся, я еще забыла упомянуть о желтом цвете, которым мы будем делать клюв. Итак, клюв у нас вяжется так. В кольцо мы набираем 6 столбиков без накида. Четыре,
5, 6. Стягиваем колечко, второй ряд провяжем 6 столбиков без накида, без изменений. Провязали второй ряд, теперь выворачиваем наши изделия. Дальше вяжем столбик и прибавка, и повторим это 3 раза. И в ряду получится у нас 9 столбиков. И четвертый ряд мы провяжем 9 столбиков без изменений. Я по ходу вязания прячу ниточку, кончик, потому что мне там неудобно было ее стягивать. Поэтому я прячу ниточку в момент вязания. Вяжем четвертый последний ряд, 9 столбиков без изменений. Все провязали, оставляем ниточку для сшивания. Я только делаю вот такую вот соединительную петелечку и еще раз воздушную петлю, чтобы хорошо держалась. Вот, и отрезаем для сшивания ниточку. Вот, и на этом можно будет немножечко сюда наполнить синтепона, чтобы она держала форму. Теперь будем оформлять мордочку. Значит, смотрите, вырезаем овал из фетра. Овал у меня неровный, как видите, да? У меня получается внутренняя часть будет более ровней, а здесь я уже делала так полукругом. Срезала уголочки и вырезала тут полукругом. Теперь будем приклеивать их на клей посередине. Располагаем так, чтобы снизу 1, 2, 3, 4, 5 рядов было. Отсчитали снизу 5 рядов. Вот. И на 6-м ряду мы их приклеиваем. Располагаем их посередине. Небольшое расстояние между ними. Где-то миллиметр. 2 миллиметра, может даже. Миллиметр, 2, вот так. Вот. И смотрите, чтобы они у вас расположились одинаково, приклеивайте на клей. Посередине головы. Итак, клею я на момент прозрачный. Размазываю так вот по краю. И приклеиваем. И я фиксирую иголочками, чтобы оно прижалось хорошо, аккуратно со всех сторон и приклеилось. Хотя он должен быстро приклеиться, но я лучше его прижму. И уже буду знать наверняка, что оно прижалось везде. Вот так. Теперь будем пришивать клюв. Располагаем клюв между нашими вот этими вот белыми кружочками, овалами посерединке. Вот тут. Вот тут мы его и пришьем. Чуть-чуть, наверное, мы спустимся вот так ниже, чтобы нам удобно было пришивать. В общем, найдем удобно место для пришивания. Можно прям впритык. Если будет удобно пришить, то пришиваем прям к белым этим. Вот, я думаю, подождем, когда высохнет клей, тогда пришьем носик, клюв. Еще один момент, пока застывает клей, но не будем мы его сильно ждать, пока он высохнет. Нам надо сделать реснички. Если у вас нет готовых ресничек, я вам предлагаю сделать их самим. Берем атласную ленту черного цвета, складываем пополам, разрезаем. И иголочкой убираем ниточки, да, вот эти вот, которые тут образуются, мы их убираем. Тем самым у нас
будут такие вот ворсинки. Видите, да? Вот эти вот волосики, которые здесь получаются у нас, это будут у нас такие вот реснички. Пусть они не такие, как есть готовы, но похожи. Поэтому мы будем делать реснички. У кого нет, самостоятельно вот так вот из атласной ленты. Точно так же делайте. Ну, длину ресничек вы, наверное, думаю, сами подберете. Хотите делать длинными, то значит больше. Короткими, значит меньше. Вытягивайте ниточки. В общем, так вот делаем на 2 ленточках. Итак, что мы делаем? После того, как вот это все у нас вроде бы подсохло, я отрываю немного. Почему я так делаю? Чтобы мне было удобно. Они как бы зафиксированы у меня. Тогда я могу приклеить эти реснички. Вот. Что мы делаем с нашими готовыми ресничками? Мы делаем вот такие вот надрезики. Если есть у вас спички, зажигалки, то возьмите край. Вот здесь вот обработайте, чтобы дальше не распускалось. Далее мы приклеим. Сначала вот будем смотреть внимательно. Сначала мы приклеим одну ресничку и будем по ней ориентироваться. Вот так вот вставлять. Приклеили половинку одну. Потом согнули. Вот так вот подложили. Намазали клей и приклеили вторую половинку, да, на клей. А потом опять вот так вот зафиксировали. Но я уже одну ресничку приклеила, и по ней уже буду сейчас ориентироваться. Уже тут некоторые приклеились. В общем, я сейчас приклею и вторую ресничку, и будем дальше. В общем, делайте так. Если у вас есть готовые реснички, я думаю, с ними не так будет сложно работать, как с такими. Итак, намучилась я, конечно, с этими ресничками. Они такие вот непослушные получились. Вот. Если есть покупные, конечно, лучше брать покупные. Реснички, они более жесткие, более такие плотные и не крошатся, как эти. Все-таки атласная лента, она крошится, вот, вылазит со всех мест. Вот. Ну и в итоге я все-таки их сделала. Чем длиннее реснички, мне кажется, тем более такая вот миленькая получается совушка. Я приклеила сразу глаза, пришила клюв, чтобы это все на камеру не делать. Тут ничего сложного нет. Выбираете расположение глазок для своего взгляда, как вы хотите видеть, и приклеиваете глазки. Вот, и пришиваете клюв. Пока глазки у меня будут застывать, потому что они долго стынут. Еще один момент хочу сказать. Если вы обращали внимание или нет, не знаю, но когда я приклеиваю глазки именно моментом таким, у меня вот этот вот краска на глазах, она просто исчезает. Поэтому глазки я приклеила на клей для ткани. Вот. А все остальное я приклеила моментом. Итак, пока это все стынет, мы сейчас будем вязать бантик. Бантик, который пришьем к ушку либо сюда, либо сюда. Итак, берем цвет платья. А там смотрите, какой хотите бант. Цвет тот-то берете. Значит, набираем 16 воздушных петель. И начиная со второй петли от крючка, мы вяжем столбики без накида. В одну и в другую сторону. В общем, будем вязать в противоположную сторону. Сначала сюда, потом делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении. Вот, и вяжем в высоту, необходимую для нас. Какой высоты бант вы хотите, такой прямоугольник вы и вяжите. Я свяжу прямоугольник и скажу, какой я связала, сколько рядов сделала. Так, довязали до конца. Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении столбики без накидов. Итак, вяжем столько рядов, сколько нам понадобится. Итак, я сделала 7 рядов. Теперь я буду делать обвязку другим цветом.
я взяла белую пряжу, обвяжу бантик по краям белым цветом. Поэтому заканчиваю я белой ниточкой последний столбик. Вот отрезаю розовую нить и делаю воздушную петлю и буду вязать по кругу, делать обвязку. В каждый ряд вкалываю крючок и делаю обвязку. Здесь на углу сделаем 3 столбика. На каждом углу по 3 столбика. Поворотные у нас будут. Вяжем так по кругу обвязочку. Сделали обвязку бантика. Теперь еще одним рядом мы тоже сделаем такую окантовочку, чтобы так вот более нежно выглядел наш край. Значит, делаем 3 воздушные петли подъема, пропускаем 1 столбик, следующий делаем соединительный. Вот, следующий мы сделали соединительный столбик. Опять 3 воздушные петли, пропускаем 1 столбик и в следующий делаем соединительный столбик. Опять 3 воздушные петли, пропускаем 1 столбик, в следующий соединительный. 2, 3, пропускаем 1 столбик, в следующий соединительный. И так мы провяжем такую вот оборочку до конца по кругу. Провязали до конца и в последний столбик делаем соединительный. Отрезаем ниточку и спрячем ее. Вот такой вот у нас прямоугольник получился. Далее нам надо будет потом серединку вот так вот сшить. И здесь полосочкой обмотать, да? А эту полосочку можно будет связать. Вяжем, значит, 3 воздушные петли. И начиная со второй петли от крючка, вяжем столбики без накида. 2 столбика. Делаем воздушную петлю, разворачиваемся. Вязание разворачиваем и опять вяжем 2 столбика без накида. Воздушная петля, разворот и 2 столбика без накида. Итак, мы провяжем той длины, которая нам нужна будет для того, чтобы сделать обмотку. Итак, сначала теперь, перед тем, как мы продолжим вязать вот эту нашу ленточку, берем наш прямоугольник, складываем лицом к лицу, лицевой стороной вовнутрь, находим серединку и будем стягивать. Значит, здесь мы по краю, значит, возьмем и завяжем так вот узелок. Потому что это все у нас спрячется, это так не важно, ничего страшного. И пройдемся, значит, вот так вот за 2 ряда, хватаемся 2 ряда, через 2 ряда еще раз. Вот, и теперь разворачиваем и смотрим момент стягивания, чтобы у нас аккуратно, равномерно стянулась серединка. Вот. Примерно вот так. Мы стянем и можем этой же ниточкой вот так вот обмотать. Чтобы у нас уже готова была серединка, в которой мы просто пришьем нашу вот эту вот ленточку. Будет аккуратная серединка. В общем, вот так вот мы замотаем пару раз и сзади здесь сделаем узел, завяжем, ниточки спрячутся. Вот, а теперь берем нашу ленточку. Так, здесь так вот мы вывернем немножечко. Вот, берем нашу ленточку и смотрим. Если хватило, то больше не вяжем, а отрезаем ниточку и пришиваем. Сильно здесь уже не стягиваем, а прикладываем так вот. Вот мне хватает. Поэтому я сейчас отрежу ниточку чуть побольше, потому что этой же ниточкой я пришью к ушку бантик. Вот.
Вытягиваем. Теперь вот так вот просто возьмем иголочку и пришьем серединки. Соответственно, и как бы сквозь пройдем, чтобы не ездила наша вот эта серединка туда-сюда. Ну вот, готов бантик. Теперь мы его пришиваем к ушку. Располагаем либо здесь, либо здесь. В общем, смотрите, как вам нравится. И пришиваем бантик. Вот и все. Наша совушка готова. Последний штрих — это вот эта вот пуговичка для украшения пришивается, если хотите. Вот на этом мы заканчиваем вязать сову. Вот такая у нас получилась совушка. Надеюсь, она вам понравилась. Вот. Вяжите с удовольствием. Если вдруг какие-то нюансы, я где-то что-то упустила, пишите в комментариях, я объясню, если где-то что-то я не так сказала. Спасибо за просмотр, приятного вязания.